Всем привет, с вами Фрост. И наконец-то это началось. Я говорил про это еще с декабря месяца, уже прошло более полугода. И с обновления 0.23.2 разработчики наконец-то начали потихоньку разделять ТТХ оперативников. В этом видео я снова буду говорить про эту тему, что уже сделано и что нужно еще сделать в этом направлении. А перед тем, как я начну, обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также не забывайте ставить лайки и писать комментарии, чтобы алгоритмы YouTube лучше продвигали мой канал другим пользователям. Также в нашей игре идет реферальная программа. Если вы новичок или хотите создать твинк, используйте мой реферальный код, который есть в описании под этим видео, и получайте дополнительные награды при прокачке аккаунта. Также у нас до сих пор идет набор в клан. Еще есть пока что места. Так что если вы подходите по параметрам и еще не подали заявку, давайте мы рассмотрим. И перед тем, как мы перейдем к видео, также хочу сказать, в последнее время YouTube работает все хуже и хуже у большего количества людей. Поэтому, чтобы узнать, как решить данную проблему, заходите в Telegram. Там есть видео, где я подробно рассказывал, как пользоваться YouTube и не страдать. А теперь к теме видео. Разделение характеристик оперативников я предложил еще в декабре прошлого года. Про это я снимал отдельное видео. Подсказку сейчас оставлю, если вы не смотрели, можете зайти посмотреть подробно. Что конкретно я предлагал сделать, но коротко я также повторюсь в этом видео. В том видео прямо конкретно на примерах показано, как нужно разделять ТТХ в нашей игре и для чего. Что можно сказать, вот эту вот механику придумал лично я, потому что никто кроме меня не высказывался по этой теме. Потому что меня достало уже то, что наша игра постоянно скатывается. Конечно, после того, как разработчики начали уже немножко заниматься этой темой, игра скатываться не перестала, но хотя бы какие-то улучшения с этим появляются. И короче, меня достало вот этот процесс скатывания, особенно меня достало нерв оперативников, потому что у нас баланс идет полностью под ПВП. Уже можно сказать давно, разработчики выкладывали одну статью, где прямым текстом было написано, что баланс важен в ПВП, а в ПВЕ он якобы не нужен. А в ПВЕ можно оперативников балансировать сложностью ботов и сценарием спецоперации. Как я уже не раз говорил, это абсолютно бредовое заявление, и это мог придумать тот человек, который вообще не играет, не то что не играет в эту игру. Он вообще не знает, что такое игра Калибр и как здесь геймплей происходит. Уже не раз было сказано, что ПВЕ и ПВП в Калибре это две абсолютно разные игры. И уже давно многим стало понятно, то что нужно делать баланс под ПВЕ и под ПВП отдельно. Нельзя все стараться балансировать под все режимы. Я думаю, что и разработчики сами это понимают, поэтому они выбрали PvP, чтобы туда игроков больше затягивать. Потому что у нас в последние года идет тенденция увеличения количества контента в PvP и максимальное затягивание туда игроков. Потому что в PvP просто проблема с онлайном, там практически никто не играет по сравнению с PvE. И поэтому разработчики выбрали такую тактику, делать все для PvP, и, соответственно, баланс тоже делается под PvP. И больше всего, как я говорил чуть ранее, это видно на балансе оперативников. Куча оперативников было загублено из-за PvP. У меня, не знаю, пальцев рук и ног вместе не хватит, чтобы пересчитать оперативников, которые разработчики загубили из-за PvP. Потому что, видите ли, в PvP это имбы, которые мешают нашим денджермастерам спокойно играть. Вот Бастиона понерфили в последнем обновлении, потому что, видите ли, наш PvP-шер среднестатистический не может пострелять по ногам. Поэтому Бастиона и так одного из самых слабых оперативников нужно еще сильнее занерфить, чтобы он вообще стал неиграбельным куском подсохшего чем он сейчас и является. На данный момент Бастион это самый худший оперативник поддержки. Даже спутник, который долго был куском и то теперь превосходит Бастиона. И это только один пример, таких примеров куча. Еще навыки, то же самое и с навыками системы. Вместо того, чтобы убирать навыки или как-то их нерфить значительно, чтобы их не использовали в ПВЕ, разработчики наоборот их апают, а также другие навыки перерабатывают, которые не были токсичными, но ими стали. Например, навык «Одинокий волк», который был просто бесполезным, но после последнего патча превратился в дисбалансный, потому что ему добавили восстановление выносливости еще. А с выносливостью у нас и так в игре проблемы. И таких моментов куча. И в декабре прошлого года я предложил вот эту тему разделения характеристик, чтобы наконец-то те, кто пришли играть в нормальную игру, не страдали от PvP. Если что-то меняется в PvP, чтобы в PvE не менялось вообще, или наоборот, то, что меняется в PvE, не менялось в PvP. Сколько я про это говорил.
И спустя полгода наконец-то разработчики начали этим заниматься. Патчи 0.23.2. Точно неизвестно. Либо они наконец-то прислушались меня и решили сделать наконец-то что-то полезное для этой игры, а не только эту игру в могилу постепенно отправлять. То ли они сами до этого додумались, но то, что прислушались меня, это вероятность 99%, потому что я единственный, кто это придумал и кто про это постоянно говорил и говорит. И в патче 0.23.2 начался этот процесс, но пока что не так сильно. Были переделаны некоторые эффекты, например, эффект Эми стал полезен. Если раньше это был бесполезный эффект, который есть на некоторых оперативниках, например, на Рейне, то сейчас этот эффект стал полезным, после того, как его переделали, что в PvP он и остался таким, каким и был раньше, что он отключал способности оперативникам. Поскольку у ботов способности нет, он был бесполезен. То в патче 0.23.2 ему добавили возможность оглушать. И теперь Рейн заиграл чуть лучше. Да, он не стал сильно лучше, но способность его хотя бы стала чуть полезнее, не то что раньше. Что вы только ее, по сути, для подсвета использовали, а теперь вы еще используете, чтобы оглушить. Я на стриме показывал, как в некоторых моментах это сильно может зарешать, если вы вовремя нажмете способности, оглушите каких-нибудь ботов. То же самое с замедлением у Корсара. Если в PvP так и осталось 30% замедления, то по ботам замедление стало 70%, что уже более ощутимо. Но опять же, Корсар это не помогло. Корсар как был один из самых слабых штурмов, так и остался. И с Куртом тоже самая ситуация. Увеличение урона по ботам у него гораздо больше, чем увеличение урона по игрокам. Что вот именно в обновлении 0.23.2 вот начался процесс разделения характеристик. И после выхода этого обновления начинают появляться новости, то что в патче 0.24 разработчики уже начинают более сильно разделять характеристики. Это касается ближнего боя, урона от взрывов, газа, от огня и от кровотечения. Я вот специально ждал, пока выйдет обновление 0.24, чтобы самому все протестировать. И вот после всех тестов я записываю видео. Потому что у меня были сомнения, что возможно мы что-то не так понимаем, и то, что возможно что-то может не так работать. Но, к счастью, оказалось то, что работает так, как мы думали, что действительно урон стал в 2 раза больше. У ближнего боя, если урон в PvP 50 единиц, в PvE 100 единиц. Конечно, все равно этого мало, вы не сваншотите некоторых ботов с одного удара. Но это все-таки лучше, чем 50 в PvP. То же самое урон от огня, газа и кровотечения. Особенно огонь стал еще более имбовый, чем был до этого. Те же гранаты Афиола и Хаганы, они просто сжигают все, что движется. И также стали гораздо имбовее гранаты и гранатометы. Наконец-то у нас гранаты и гранатометы перестали быть петардами. Потому что, если кто из вас помнит, играя в спецоперацию, большинство гранат и гранатометов, они не убивают некоторых ботов. Некоторые даже вообще не убивают никого. Например, гранатомет Сварога, либо Тени, Инджоу. Они даже самых слабых ботов убить не могут. Даже самые жесткие гранатометы, они и то могли не убивать некоторых ботов. Но после обновления, наконец-то, все изменилось в лучшую сторону. И теперь, как я сказал чуть ранее, гранаты и гранатометы перестали быть просто хлопушками, которые наносят какой-то там минимальный урон по боту. Теперь большинство гранат и гранатометов действительно ваншотят. И, кстати, мин тоже, это касается про мин, кстати, забыл сказать. Но поскольку урон от взрывов считается от всего по ботам, поэтому это не только этого касается. Но я смотрю именно по спецсредствам больше. Идеальный пример это, конечно, гранатомет Стерлинга и Волка. Это были такие пососные гранатометы, которые могли там убивать слабых ботов. Если нужно выстрелить в какого-нибудь пулеметчика, либо офицера, вы даже пол хп ему снести не могли с одной гранаты. Вам даже полного боекомплекта могло бы не хватить, чтобы убить, особенно офицера-пулеметчика. Теперь после этого обновления большинство гранатометов и гранат в нашей игре ваншотят даже пулеметчика со 130 хп и большим количеством брони. Про других ботов я вообще молчу. Это имеется в виду про нормальные гранатометы, а не вот эти кастрированные, как у Сварога, Тени и Инджоу. Они тоже убивают, но не всех. Но по-прежнему сохранилась такая ситуация, то что офицера-пулеметчика ничто в этой игре не сваншотит, именно взрывом. Даже мины его по-прежнему не убивают, потому что офицер-пулеметчик накладывает снижение урона по себе и по другим ботам. И я провел кучу тестов с разными спецсредствами, и ни одна мина, и тем более граната или гранатомет офицера-пулеметчика убить не могут. Тут я, конечно, предложил бы разработчикам еще больше урон повысить от взрыва, чтобы гранаты и гранатомет убивали вообще все. Но даже то, что есть сейчас, это хорошо.
И вот для чего я записываю вот это видео. Я надеюсь, что разработчики также продолжат дальше заниматься этой темой, и со временем попадем вообще к полному разделению ТТХ. Начиная от ХП и брони оперативников, и заканчивая уронами, бронепробитиями, восстановлениями, способностями и так далее. Именно вот это я предлагал сделать еще более полугода назад, в старом видео моем. Можете опять же посмотреть, подсказка уже в этом видео была. Так что переходите и смотрите подробно на конкретных примерах. Я очень надеюсь, что, не знаю, хотя бы через полгода и максимум год мы к этому придем. Потому что я думаю, всех из вас достала вот эта тема, то что оперативников нерфят особенно, навыки токсичные вводят, или наоборот, переделывают под токсичные, вместо того, чтобы их убирать. Проблема дисбалансного оружия у медиков тоже всех достала, то что медики настреливают, вместо того, чтобы лечить. То же самое с аптечками. Тоже с аптечками нужно что-то делать. Потому что аптечные ебы тоже за***бали уже конкретно всех. И это все может решить проблему разделения ТТХ. Как я не раз говорил, вот этой механикой можно решить сразу очень большое количество проблем, которые есть в этой игре. Потому что я записывал также видео в декабре прошлого года, как у меня тоже традиция в декабре записывать видео под Новый год, проблемы игры. И в прошлом году я записал видео 24 проблемы игры. И то я еще забыл 2, по итогу их оказалось 26. И именно разделением ТТХ можно решить практически половину проблем из этого списка. Одним всего лишь решением. Поэтому я очень надеюсь, что разработчики продолжат в том же духе, и игра наша будет улучшаться, а не скатываться на дно, как она делает сейчас. Тоже еще раз хочу повториться. Если разработчики думают, то что у них не хватит, там, не знаю, времени, сил, опыта, отбалансить оперативников под ПВЕ, можете обратиться ко мне. Я с радостью помогу, потому что я, наверное, единственный в этой игре, кто топит за эту игру и старается сделать ее лучше. Поэтому, если вы не сможете сделать это сами, можете там сами, либо через комьюнити-менеджера Егора со мной связаться. Я по любому оперативнику вам подскажу, что и как желательно сделать, чтобы он стал более играбельным. И таким способом мы вместе сделаем идеальную игру, в которую можно будет действительно нормально играть, от которой не будет гореть задница, как она горит сейчас. Отсюда, кстати, и получается то, что на стримах у меня периодически горит, и периодически куча негатива и оскорбления других игроков. Именно вот из-за этого, из-за плохого баланса, из-за того, что у нас игра постоянно казуаливается и делается под PvP, опять же. И поэтому я предлагаю разработчикам уйти от этого и продолжать заниматься вот тем, чем они начали. Продолжать разделять характеристики полностью. Потому что только это может спасти баланс в этой игре. И, наверное, на этом видео буду заканчивать, чтобы сильно не затягивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до скорого и всем пока.